бомба, на самом деле, она предполагает хорошие руки, которые ее держат. Вот этим бы идиотам я бы бомбу не давал. Но все равно, да, на самом деле, если так вот уже абстрактно говорить, то, конечно, Украине бы эта бомба сильно бы помогла. В том смысле, что, понимаете, Путин же, он же не маньяк, как его пытаются, значит, изобразить. Он, обычный себе гопник, там, понятно, со своими заскоками. И у него заскоки, значит, это вот остаться в истории великим там собирателем русских земель, в частности, да, вот последние, там, не знаю, лет 10 там, или больше. Но с другой стороны, он очень хорошо понимает, когда ему дают по роже, значит, и сдает назад очень ловко, быстро, значит, это у него как бы навыки с Питера, кстати, у него они есть, да, то есть мы можем вспомнить там сбитие, значит, русских самолетов турками, да, и там разгром того же Вагнера, Он сделал вид, что все нормально, хорошо, да, раз вы так, хорошо. То есть на самом деле Путину выйти сейчас из войны очень легко. Это не ситуация. Вот у него была гораздо худшая ситуация вот тогда, когда они чуть было не проиграли, но Байден их спас. Да, то есть это осень 22 года. Тогда действительно ему было выйти из этого конфликта тяжело, потому что можно было представить, и теоретически были для этого возможности при надлежащем вооружении, что Украина вернет себе, значит, полностью всю территорию 91 года. То есть в такой ситуации это был бы внутренний политический кризис в России, с неизвестными последствиями для, значит, товарища Путина. А сейчас он просто будет торговаться за территорией, то есть и ему есть что уступать. И в итоге он скажет, допустим, оставят они там себе Крым, потому что Зеленский уже готов Крым отдать. Собственно говоря, его, не знаю, я бы этот Крым уже давно отдал, потому что толку от него все равно никого нет. Но если бы это был я царь, да, это были мои личные владения, то опять-таки неся за это ответственность, значит, я бы сказал, что Крым этот нахрен не нужен. По крайней мере, там, им пожертвовал бы, значит, для того, чтобы там чего-то там какая-то взять себе паузу, там, укрепиться, значит, провести там реформы экономически радикальные. И так далее. Чтобы если полезет еще раз, то есть, опять-таки, почему бы я отдал этот Крым, потому что знаю, что оно полезет опять. И мне нужно время для того, чтобы подготовиться, потому что в этот раз я готов не был. Да? То есть мне там баки забивали, значит, что... Так что сейчас ему выйти просто, да, поэтому он будет более чувствителен к различного рода изменениям ситуации в пользу Украины, таким как, например, там появление внезапное у этой Украины, значит, каких-то ядерного оружия, хотя бы даже в виде там снарядов, например, да, с атомной какой-то там начинкой, которые, в общем-то, применяются, но они не применялись вроде как никогда, но они нужны для того, чтобы применяться на поле боя непосредственно. Да, даже этого, в принципе, было бы достаточно, потому что кто-то там его знает, а может у них там уже и эти самые крылатые ракеты есть с ядерной какой-то там начинкой. Потому что, в принципе, в такой войне, когда воюют страны близко расположенные друг к другу, вам не нужны межконтинентальные баллистические ракеты. Вам достаточно снарядов, вам достаточно бомб, вам достаточно ракет там, средней дальности, которые могут там даже за пределы атмосферы не выходить. И всяких прочих там, тактических и, скажем так, средств доставки этого оружия. То есть, потому что до этого всегда предполагалось, что конфликт ядерный будет между США, допустим, СССР или США, Китай, то есть странами сильно удаленными друг от друга географически. Поэтому и стратегия, значит, строить межконтинентальные баллистические ракеты, а не потому, что у них 20 махов, понимаете? То есть это вот эти все тоже вопли про гиперзвуковой. Любая баллистическая ракета гиперзвуковая, потому что она входит, значит, ее боевая часть входит в плотные слои атмосферы, значит, со скоростью, несколько скоростей скорости звука. В этом состоит ее, ее преимущество, одно из, да, но это не делает ее там
вундервафле, потому что об этом известно давно. Строите противоракетную оборону, вот, она, конечно, не дешевая, вот, но там есть разные решения, включая там хитрые разные, которых я писал, в виде, там, допустим, пылевых тех же облаков. Вот, когда вы их заранее создаете, зная об атаке, да, то есть, или о планируемой атаке, или еще о чем-то. И в этих облаках все эти боеголовки сгорают именно потому, что они 20 махов летят. То есть оно же рассчитано, что будет 20 махов лететь просто в атмосфере, а не в пыли. Когда оно попадает в пыль, оно сгорает, там, и все, без всяких последствий. Ну, там радиоактивных осадочек немножко выпадет. Но это же лучше, чем уничтоженный там Днепропетровск, правильно? Вот. Поэтому сейчас ему как бы выйти из ситуации есть куда, уступать ему есть что, поэтому такое новые какие-то, скажем, факторы в этой войне, да, вот, могут вполне этого товарища охладить и, так сказать, поэтому я не вижу здесь прямой аналогии, кстати говоря, с Карибским кризисом. Вот, Карибский кризис был все-таки в других там исторических совсем условиях. Вот. И там как раз была вот эта вот тема, что мы по вам ракетки, а вы по нам ракетки, значит. А Куба это просто был, понятно. А, собственно говоря, почему проблема-то в Кубе? Потому что вот она рядом, там, сел на лодочку, переплыл, и вот она Флорида. Вот. Поэтому там ракеты держать как бы было нехорошо. Нехорошо. Вот. Именно с точки зрения, что у них маленькое подлетное время, да, и средства, значит, противоракетной обороны среагировать надлежащим образом не успевают. Вот. И тот, кто размещает ракеты, значит, возле границы непосредственно другого. Такой же, кстати, был скандал, когда размещали крылатые ракеты и ракеты средней дальности в Европе. Опять-таки из-за того, что рушилась стратегия, вернее, там концепция вот этого ядерного баланса, который предполагает 20 минут времени на подлет межконтинентальной баллистической ракеты от одной страны к другой. За это время ее успевают засечь, и, значит, начиная со старта, потому что есть системы раннего предупреждения, которые отслеживают старт. Вот эта вот чернобыльская дура здоровая, огромная, про которую там легенды ходили разные, что она там типа облучает электричеством население Киева. Вот. А чтобы его зомбировать, там, программировать, и прочее такое. Значит, это на самом деле просто приемная антенна старой, значит, станции загоризонтного вот именно вот этого слежения, которая работает на эффекте Кабанова, когда там, значит, луч направляется в стратосферу, отражается от стратосферы, потом от Земли, потом опять стратосфера, и он таким вот зайчиком скачет, значит, вокруг всей планеты, ища, где же таки стартанет баллистическая ракета, потому что ее очень хорошо видно. Она долго взлетает, у нее плазменный след такой ядреный, что даже такая, условно говоря, слабый такой сигнал, будучи отраженным, поэтому такая огромная антенна, вот, даст нам информацию о том, что старт состоялся. Либо что-то такое происходит, что очень похоже на старт баллистических ракет. Поэтому на Кубе, когда мы размещаем это все дело, мы тем самым провоцируем конфликт, потому что вся стратегия сдерживания строилась на том, что ракета летит определенное время, и системы противодействия строились на то, что это время они могут учитывать и с ним работать, и понимать, что происходит. Вот. Когда воюют две сопредельные страны, им этого ничего не надо, соответственно, у них вообще стратегии ядерного сдерживания быть не может никакой. Потому что если ты просто из пушки выстрелил и попал в Чернигов, вот, или даже в Киев, там, то, собственно говоря, кто об этом может узнать? И что может сделать, значит, войска, которые, допустим, сидят в Киеве против твоего снаряда, если они его даже не видят? Так что здесь ситуация другая, угрозы другие. Вот, и, скажем, поэтому любой такой фактор, он может сильно изменить расклад.